Флирт как таблетка. Побочные последствия непредсказуемы. Привет, я Ольга Вастикова, магистр по психологии, помогаю моим клиентам стать увереннее в себе и построить счастливые отношения. Из этого ролика ты узнаешь мифы о флирте, которые мешают тебе построить отношения. Что бывает с теми, кто не умеет флиртовать? А в конце видео я расскажу о 3 проверенных способах флирта, которые помогут тебе знакомиться с любой девушкой. Представь себе, что ты в шумном баре. Поворачиваешься и тут видишь ее. Это тот самый человек, который заставляет твое сердце стучать, как сумасшедшее. Волнение бешеное. Как же подойти? Что сказать? Все это вертится у тебя в голове. И вот ты сделаешь шаг вперед, с надеждой и волнением что-то говоришь, но чувствуешь себя как медведь в посудной лавке. Каждая твоя шутка как попытка удержать воздушный шарик под водой. И вот стоишь ты и чувствуешь, что лучше бы ты еще в офисе сидел или дома перед компом. Полный провал. А бежать некуда. Возвращаешься домой, как сгорбленный герой неудачной истории, вспоминаешь все моменты этого вечера и чувствуешь себя, как будто весь сок из тебя выжили. И вот сидишь ты и задаешься вопросом, а как же сделать так, чтобы общение с девушкой было легким и непринужденным? Как научиться флиртовать, чтобы не быть криповым? Об этом-то мы сегодня и поговорим на примере моего клиента Игоря. Игорь– 35-летний программист из Новосибирска, и недавно он переехал в Испанию. Обычно он чувствовал себя в своей тарелке, общался с друзьями, с коллегами, все было хорошо. Но когда дело доходило до девушек и флирта, он терялся, заикался и сбегал. Однажды в баре он встретил Анну и сразу почувствовал к ней влечение. Она была остроумной и с красивой улыбкой. Она мгновенно его очаровала. Но он почувствовал, что его попытки быть забавным и остроумным казались вымученными и неуместными. Игорь мучился вопросом, почему я не могу быть таким расслабленным и уверенным, как мой коллега Леха? Игорю казалось, что Анна ожидает от него больше. В поисках ответов Игорь обратился ко мне за помощью. На онлайн-группе мы начали искать стратегии флирта, которые соответствуют его уникальной личности. Постепенно Игорь научился быть более расслабленным и уверенным в общении с Анной. Он понял, что флирт– это не только остроумные шутки и игра слов. Это помогает ему построить приятные отношения не только с Анной, но и вообще легко общаться с другими людьми. Если ты хочешь получить консультацию и записаться на мою группу, то заполни анкету предзаписи. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Сама консультация бесплатная и поможет тебе найти ответы на тревожащие тебя вопросы. А теперь давай развенчаем 5 мифов о флирте. Первый миф. Чем больше комплиментов, тем лучше. Комплименты могут казаться надежным способом привлечь внимание, но когда твоя речь состоит только из комплиментов, то это может сработать против тебя. Когда ты перегружаешь девушку комплиментами, это может создать впечатление неискренности или даже давления. Истинное искусство комплимента– это когда ты сказал его вовремя и искренне, а не в том, сколько комплиментов ты сказал. Про искусство комплиментов я рассказываю у себя на курсе и в онлайн-группе. Второй миф. Если кто-то не отвечает на твой флирт, значит надо стараться еще сильнее. Настойчивость в флирте не всегда является ключом к успеху. Если твои попытки флирта не находят отклика, это скорее всего сигнал к отступлению, а не призыв к усиленным действиям. Флирт предполагает взаимность, а не односторонние усилия, которые сопровождаются тяжбой. Третий миф. Флирт– это всегда на короткую дистанцию. Многие думают, что флирт всегда носит временный характер, однако он может стать началом длительных и серьезных отношений. Важно помнить, что флирт может быть первым шагом к эмоциональному соединению. Четвертый миф. Флирт должен быть всегда легким и непринужденным. Часто предполагается, что флирт должен происходить естественно и без усилий. Однако на самом деле успешный флирт требует тренировки, усилий и иногда даже подготовки. Не всегда все получается с первого раза, и это нормально. Есть люди, которым флиртовать дается проще, чем другим, а есть, которым наоборот. Пятый миф. Если ты действительно нравишься кому-то, то флиртовать вообще не придется. Некоторые думают, что если интерес есть, то дополнительные усилия не нужны.
Но на деле флирт является важным элементом взаимодействия, который помогает установить связь и создавать особую атмосферу между двумя людьми. Ну что, давай разберем 3 проверенных способа флирта. Первое. Способ осторожности. Забудь о банальных фразах и включи мягкость и тактику. Ты зрелый и вежливый человек, который осторожно входит в чье-то пространство. Не торопись и наслаждайся каждым моментом общения. Такой подход не только укрепит твою уверенность, но и поможет лучше чувствовать, когда твоя симпатия отвечает взаимностью. Пример. Вместо того, чтобы говорить «ты выглядишь потрясающе», начни с чего-то менее прямого. Ну, например, «эта книга, которую ты читаешь, выглядит очень интересной. А что это за книга такая?» А потом через какое-то время можешь сказать комплимент про то, что она действительно потрясающе выглядит. Включи режим «связь». По исследованиям, знаки связи являются наиболее эффективным способом флирта. Знаки связи – это язык тела и поведение, зрительный контакт, смех над шутками, ненавязчивые прикосновения. Тебе нужно учитывать все это, когда ты флиртуешь. Пример. Когда твоя симпатия что-то смешное говорит, улыбайся ей и смотри прямо в глаза, чтобы показать свою заинтересованность и вовлеченность в разговор. Ты можешь нежно прикоснуться к ее руке, когда будешь передавать кофе. Это тоже знак связи. Позвони другу. Если ты интроверт или стесняешься напрямую знакомиться, привлекай друзей. Исследования говорят, что знакомство через третьих лиц – это жирный такой плюс. Попроси своего друга-экстраверта представить тебя тому, кто зацепил твое внимание. Пример. Ты на вечеринке и видишь кого-то интересного. Попроси общего знакомого представить тебя. Так знакомство может пройти более естественно. Например, если твой друг скажет: «Катя, я хочу представить тебя моему другу Коле. Он тоже, как и ты, любит эту группу».